Здравствуй, мой дорогой неслучайный зритель. Ну что ж, ты находишься на прохождении серии игры Тини Банни. Легкий ужастик, погружающий нас в сумасшедшие идеи и мысли воспаленного женского мозга. Доколе мальчик сможет терпеть терапию и безразличие своих родителей и общества? Как он первый день адаптируется в школе? В этом очаге безобразия, хамства и безразличия мы узнаем об этом в 3-й серии Тини Банни. Поэтому располагайся поудобнее, мой щекастенький, чай, кофе, подписочка на папу не забывай оформлять, комментарий, там эти предыдущие серии, там все, поехали, короче. Ай, ну давай, вебка сегодня серая, если что, для, ну ты понял, атмосфера. Итак, пошла горячая вода. Новая школа и учителя, а главное, новые одноклассники, с которыми мне всегда было сложно найти общий язык. Как и большинству очкариков, наверное. Я пересилил себя и выбрался из теплой постели. В старую школу меня обычно провожал папа, но этим утром из родительской спальни не доносилось ни звука. Как говорится, вдруг из маминой из спальни кривоногий и хромой. Дальше продолжать не буду. Я думаю, вы люди не глупые и понимаете, отчего же у ребенка больная фантазия. В старую школу меня обычно провожал папа. Проспали. Конечно, проспали. Когда этот мой додыр всю ночь Оно и к лучшему. Не хотелось в первый же день прослыть папенькиным сынком. Наверное, родители лежат сейчас под одеялом и видят сны. Ну не совсем, но да. Где все по-прежнему легко и понятно. Хорошие сны, пусть и лживые. Чтоб никого не разбудить, особенно мирно спящую Олю, я прокрался на 1-й этаж. Старался наступать на середину половицы. Так я забавлялся еще в прошлой квартире. Если ступня попадет на щель между досками, считай, сгорел. Стрелки часов нарезали время. Стоит поторопиться. Скорее, скорее! Слишком быстро. Я сделал круг по прихожей. Все хорошо? Лава кипела в зазорах между половицами. Кстати, мы так тоже играли. Надо идти аккуратно, выжить любой ценой. Прыг-прыг, словно жаба по кочкам, словно трусливый зайка в роще, кишащий волками. Приятного. На кухне я сделал бутерброд, с трудом протолкнул его в желудок и запил холодным чаем. Аппетит был как у человека, идущего на гильотину. Я потупился и увидел, что правая ступня стоит сразу на 2 досках. Сгорел. Умер. Я переставил ногу. В животе закопошились мерзкие змееныши. Страх перед тычками и гадкими прозвищами. Часы щелкнули стрелками. Часы пробили! Прошу прощения. Пора. Пора с порядку на обед! Раннее утро было по-зимнему темным. Мрак из домов здесь никогда не уходил до конца.
Я долго зашнуровывал ботинки, застегивал пуховик на все пуговицы, до последнего оттягивал. Неприятный выход в полутьму, в тревожную неизвестность. Вы знаете, для мальчика выход, для асоциального мальчика выход из дома — это целое приключение. Прям как у многих из нас. Протер очки на удачу, хотя и не припомню случая, когда эти толстенные стекляшки принесли бы мне везение. Усмешки родителей, усмешки одноклассников. Здравствуйте, это я, Алексей Малахов, и передача «Пусть говорят!». Небо напоминало огромный кровоподтек. На востоке громоздилась и разбухала черная туча. Слизывала звезды и гасила рассветное зарево. Ну хватит. Тьма облепила деревья. Осторожные птичьи вскрики путались в зарослях. Я запер входную дверь длинным ключом, который носил на шее. Заяц. Родители обязали носить меня шнурок-петлю, опасаясь, что я, растяпа, потеряю ключ. Ветер свистел за калиткой. Ветер шумит негромко, листва шелестит в ответ. Ветер свистел за калиткой, приглашал в новую жизнь, навстречу сомнительным приключениям. И будто старый приятель увязался за мной, подталкивая в спину. Тени сосен раскинулись, поглотив треть пустыря. На подходе к злосчастному лесу я спрятал нос под воротник. Весь нахохлился, сутулился, вклиниваясь в просеку. Высокие деревья обступили тропинку. Под ногами шуршало снежное покрывало, а сверху ветви сплетались, образуя полог, отрезая меня от жалкого мерцания все тех же звезд. Ночь не думала убираться из чащобы. В темноте деревья походили на косматых старух и пахли могильной землей. Стволы превращались в потрескавшиеся морщинистые морды с ртами, дуплами. Зазевавшись, и замшелые ведьмы утащат в лесные дебри. Зазеваешься. Прошу прощения. Будут потом родители бродить по лесам, голосить: «Антон, Антон!» А Антона нет! Антон ушел! Ушел, потому что в наше время маленьким мальчикам на улице делать нечего. Мальчонка в коробчонке. Мертвые не отвечают живым. Или отвечают. Паника разрасталась в моей груди. Я готов был явиться в школу, хоть у папы на руках, только бы не видеть, как тьма, словно черное тесто, поднимается во врагах. Я обернулся, показалось, что кто-то нырнул за кусты. Стоило мне ускорить шаг, как позади заскрипел снег. Лес вздохнул гигантскими легкими. Затрещал бурелом, и березки шумят. Ветер, птицы. Все осталось в поле. Шум леса был единственным спутником. Я шел, вслушивался и все сильнее ощущал незримое присутствие. Будто кто-то следовал за мной по пятам, стараясь попадать в такт моих шагов. Я оглянулся так резко, что хрустнула шея. Здорово, отец. Узкая тропинка позади меня терялась в темноте. Сучья перехлестывались под нерукотворным туннелем. Есть здесь кто? Есть. Вопрос сорвался с губ и растворился в несмолкаемом скрипе деревянных идолов этих древних сосен. И взбрело мне в голову идти через лес одному. Наверное, я спятил или
Кто-то нарочно выманил меня из дома. Даруя слабую надежду, вдали замаячили огни. Проселочная дорога. Со всех ног я бросился туда, будто боялся, что тропинка сомкнется. Когтистые лапы схватят меня за плечи, повернут и заставят взглянуть в лицо голодным обитателям леса. Но никто меня не задержал. Не веря в удачу, я буквально вылетел на трухлявый мост. Ручей, студеный и черный, будто смола, омывал опоры. Я уперся ладонями в колени и из-под лобья глянул на лес. Фыркнул, выравнивая дыхание. Чащоба притворялась спящей, миролюбивой, неживой. Остальной путь пролегал по заснеженной дороге, освещенной редкими фонарями. Я отогнал дурные мысли и постарался как можно быстрее перебегать от одного куста света к другому под защиту электричества. Как в детской забаве, где первому нужно закричать «Я в домике!». Только домики эти были хрупкими, а за их стенами непрерывно двигалась тьма. Вдруг я заметил, я прошу прощения. Это, ребят, возраст. Хотел сказать, вдруг я заметил Сивцеву, но нет, не ее. Я думал, сова. Вдруг я заметил нечто до жути странное. Там, куда не доставал свет покосившегося фонаря, ожила и утробно зарычала сгорбленная лохматая тень. Ее черты будто отторгали свет, а неестественная поза внушала страх. Я выпучил глаза и заморгал, чтобы прогнать наваждение. Но тень все еще была там и даже приблизилась. Ужас скрутил мои кишки, я попятился и чуть не упал в сугроб. Чучело же выпрямилось во весь рост и спросила ласковым голосом: «А где твой папа, мальчик?» Чего крадешься? Душу мою украсть хочешь? От удивления я лишился дара речи. Кто может говорить со мной таким шелковым голоском здесь, между лесом и дремлющим поселком? Чего молчишь, несмышленыш? Сходил в школу. Язык вырвали? Слушай, а я тебе еще и нос откушу. А получи-ка ты в лицо перчиком румяным. Будешь знать, как совать его в чужие дела. Судя по голосу и фигуре, это была девочка. Но не успел я одернуть себя, дурак, испугался девчонки, как различил под капюшоном распахнутый рот и что-то опасно, блеснувшее в его широкой щели. Я обомлел. Кого? Из пещеры капюшона на меня таращилась пугающе живая лисья морда. Только вот пасть ее не шевелилась, а глаза не моргали. Маска. Обыкновенная девочка. Просто маску лисы напялила. По крайней мере, я так хотел думать. Как это случается после резкого испуга, я нервно заулыбался. А я Иду, гуляю по луне. просто в школу иду, а тут ты. Что я? Никогда не видел, как лиса собаку кормит? 34 года живу, 24
Никогда такого не видел. Действительно, возле ног девочки-лисицы крутилась маленькая собачонка. Кажется, одна из дворняк, что гналась... Дворняк одна, что гналась за мной. Одна из дворняк, которая гналась за мной вчера. Извини, я не хотел. Услышав мой голос, собака тявкнула, прижала уши, затем принюхалась и завиляла хвостом. Наверное, от меня пахло колбасой, что я ел на завтрак. Я смотрел то на моську, то на девочку. Она уже не казалась страшной, только странной. Значит, не хотел. Ну-ну. Как тебя зовут? Yeah, Меня Антон. А тебя? А меня нет. А меня Пеннис Детров. Я ношу маску, и я Потау. Чудная какая-то, с приветом. Зато голос приятный. Оторопь сменилась радостью. Незнакомка явно была человеком, хоть и со странностями. Еще я немного злился на себя. Эта лисичка-сверхстричка гуляла в сумраке, как ни в чем не бывало, а я вздрагиваю от малейшего шороха. Можно было идти дальше, но девочка раздразнила любопытство. В следующий раз спросил меня... в следующий раз спросит меня милиционер, завел ли я знакомство в новом месте, а я ему отвечу: ага, с говорящей лисой. Ты здесь живешь? Ага. В поселке? Крутанулась вокруг себя так, что подол шубки раздулся. Нет, глупый. Лисы не живут в поселках. Хочешь сказать, ты живешь в лесу? О майва. Шингари. Из какой норы ты вылез? Из твоей! Ха! Я прошу прощения. Я... Ну я... Ребята, извините, пожалуйста. Конечно! Лисам среди людей не выжить. Пока они лисы. Шутки у нее тоже чудные. Да и у нас, брат, с тобой не особо хорошие. Как и карнавальная маска. Всего лишь папье-маше с наклеенным мехом. Собака. Собака напомнила о себе звонким лаем. Ребят, извините еще раз, пожалуйста, что за атмосфера вот так вот. На сосисочку. Да не тебе, а лисе. Так, прекратите. Все, чат, не надо. Ну, хватит уже. Ну, я отстегнул клапан рюкзака. Папа иногда подбрасывал мне в рюкзак что-нибудь вкусное. Печенье или яблоко, или даже мои любимые крабовые палочки. Кстати, крабовые палочки на самом деле must have. Особенно, знаешь, когда их вот так вот по кругу разворачиваешь. Так все нормальные пацаны, кстати, делают. Говорил, мол, это тебе от зайчика. Ну, как они здесь расшифровывают зайчик? Дворняга, просительно облизываясь, засеменила ко мне. А что они под зайчиком подразумевают? Гостиница от зайчика — съедобное угощение, которое оставалось от рабочего обеда или специально покупалось для детей. Обычно, со слов родителей, гостиниц передавал зайчик.
Иногда это мог быть другой зверь, например, белочка или медвежонок. Я, кстати, знаю, кому белочка гостинчики, наверное, передавала. Лисичка явно чем-то угощала ее, но, видимо, не утолила собачий голод. Зачем ты так вырядилась с утра пораньше? На утренник идешь? На утренник. Ой. Незнакомка встрепенулась, сбросив с носа серебристые снежинки, и будто стряхнула с себя человеческий облик, превратившись в настоящего зверя. Хитрую, быструю и опасную лису. Зазеваешься, полетят клочки по закоулочкам, разорвет. Съест и не подавится. Я опешил и встал, словно загипнотизированный. Перцовый баллончик. А пока не услышал ее приглушенный мелодичный смех, скрытый за абразиной зверя. Видел бы ты свою маску, сладенький. Чего? Сладенький? Она сказала? Тут я засмущался, покраснел до корней волос. Однажды мы с папой видели в зоосаде лису. Та была выленившей, серой и тощей. А эта девочка, огненная лисичка, пушистая, как в сказках. Оу май. У кого-то намечается праздник. Я до сих пор шарил в рюкзаке. Пальцы, искавшие еду для собаки, нащупали что-то мягкое и скомканное. Ничего. Скоро проснутся настоящие звери. Спроси-ка лучше у них, где они взяли свои человеческие лица. Тень девочки плясала в свете фонаря. Собака, будто соглашаясь, одобрительно тявкнула. От неожиданности я выродил находку прямо в сугроб, толком не разглядев ее. Холодный ветер с дождем усилился. Холодный ветер тут же засыпал край снежной лунки. Собака, решив, что это лакомство, бросилась на раскопки. А лиса лишь фыркнула. Я так робел, что не знал, куда себя деть. За пределами электрического круга никак не рассветало. Тьма, напротив, будто бы сделалась гуще. В ее чернилах беспробудно дремали окрестные дома. А я постарался продолжить разговор с удивительно странной незнакомкой. Так ты в школу идешь? Ага. Где ректора вызвали? На костюмированное шоу. Ах, ну какой же дурачок! Так ничего и не понял? Ну вот, хотел подружиться, а она лишь зубы скалит. Еще и облизывается. Ой. Все-таки стоило пройти мимо и не обращать внимания на чудачку с ее глупой собакой. А ты чего обзываешься? А? Не хочешь отвечать, и пожалуйста. Никто не требует. Футбольчик.
Но что-то удерживало, притягивало к темной фигурке. Таинственный облик, томный голос с бархатисто-сладострастной ленцой. Я был заинтригован и взбудоражен. Я смотрел на нее, как смотрят на пожар. Она смотрела на меня. Искра, чувства, буря, эмоции. И вот Лиса, нижний слэш 25, стала модератором на прекрасном канале Вазда, канале Hardplay, на который, кстати, и можешь и ты зайти и поучаствовать в наших прекрасных, замечательных стримах. Ссылочка внизу в описании. Ой, да не дуйся. Гляди-ка лучше. Ты нравишься Жульке. Собачонка разгребала снег, громко сопя и резво перебирая лапами. Лисица оглянулась на окна ближайшего дома, на бревенчатый фасад в дымке. Кончик ее фальшивого носа блестел в свете фонаря. И не только ей. Так. Одну секундочку. Так. Так. Я что-то слышал про ролевые игры, мадам. Я снова покраснел, как вареный рак. Это она про себя или про кого-нибудь другого? Про себя, да. Я надеялся, что в полумраке девочка не заметит мое смущение. Прежде чем спросить, я откашлялся. А кому еще я нравлюсь? Ну, не знаю, например, вон тому маньяку, который стоит в кустах в кожаном плаще на голое тело. Я не знаю, брат, но... Я ждал, считая удары сердца. Алиса не ответила. Ее лукавый взгляд бегал по морозным рисункам чужих окон. Читал их, как стеклянную книгу. Интересно, что она видит в январских узорах. Дворняга закончила копошиться в снегу. Засеменила ко мне, сжимая в пасти находку. Варежка. Неужели та самая, что я нашел в лесу? Что она здесь делает? Но, приглядевшись, я сразу понял, что это всего лишь моя рукавичка. Может, мама подсунула мне их, пока я спал? И я тут же вспомнил о пропавшем мальчике. Эй, ты знаешь что-нибудь про Вову? Перед глазами встала картина. Пляшущие силуэты на пустыре. Танцы в ночь, когда исчез Вова. Мальчик, чья находка сулит мне большую награду и даже может спасти мою семью. Я вспомнил свой день рождения, когда родители обещали отвезти меня с сестрой в Париж, в Диснейленд. Но вместо долгожданного подарка родители с нескрываемым смущением преподнесли мне обычный тетрис. Как я тогда плакал и требовал, чтобы меня взяли на обещанные аттракционы. Ах ты ж маленький, нехороший мальчик. Мы в свое время апельсинчику были рады. В Диснейленд, да? Ага. Именно тогда мама с папой впервые поссорились. Мой каприз надломил их отношения. И мою психику. Если бы только я мог все исправить, собрать всех, кого я люблю, и отвезти в Диснейленд. В ночь, когда пропал Вова, я, кажется, видел, как кто-то похожий на тебя плясал под моим окном. Невероятно, но ее маска будто стала еще и ехиднее. Лиса словно принюхивалась. А что, ты тогда испугался? За себя или кого-то еще?
Оля. При мысли о сестре грудную клетку сжали тиски. Холодный пот сбежал по позвоночнику. Ну так слушай меня внимательно, мальчик по имени Антон. О, Это большой и страшный лес. лисичка сделала грозный шаг вперед. И я не единственный его обитатель. Другие звери уже знают о тебе. Я сейчас, моя хорошая, вон до того домика дойду, наберу 3 циферки на телефоне и всю эту вашу конченую шайку-лейку содомитов господин Данкин запрет очень надолго. Берегись нас. Этой ночью мы опять придем. Поедете. Все же не стоило знакомиться с этим злом в детском обличии. В панике думал я. Пока ты со своей семьей будешь спать, подкрадемся близко-близко и станцуем Макарену! Кого? Чё? Конченая, что ли, или что? Эй, Макарена! Я не пойму, вы там все, что ли, или это что, особенная какая-то деревня? Ай, жил Макарен в коммуналке таки на Челюсть отвисла, Антоша! Макарена! Видел он меня ночью у своего окна. Ага, как же! А ты случаем не местный дурачок? Ну, можешь и так меня называть. Мне так привычнее. Меня не отпускают гулять так поздно. Здесь, знаешь ли, дети пропадают. Я потрогал пластиковую дужку очков, означенной глупой шуткой. Напугался до чертиков. Ой, да не тереби ты окуляры свои. Потереби лучше мои. Я раньше тоже близорукой была. Лучше послушай меня. Может быть, ума наберешься. Лисичку как обычно называют? Хитро... Рыжий? Плутовка? Она вдруг заговорила обиженно. Ох ты ж! Да как ты меня? Ой, прости. Вы посмотрите, она же конченая. Девочка засмеялась, ровно серебряные колокольчики зазвенели. Да шучу я! Конечно, плутовкой. Если ты ловкий и смелый, не боишься с плутовкой водиться, я, так и быть, помогу разыскать этого Вову. Если ты смелый, ловкий, умелый, джунгли тебя зовут. Ха! Ты же неспроста его ищешь, да? Да? Я неопределенно поводил плечами. Ее прозорливость насторожила. Знаю, почему дети повадились соваться в наш лес. Порой там можно найти много всякого интересного. Я вот однажды нашла целый сугроб конфет и купалась в нем. Да так, что челюсть слиплась. Какие наркотики? Сугроб конфет. По интонации не понять, она сама-то верит в то, что говорит. Я снова улыбнулся. На этот раз неискренне. Посмотрите-ка, какой недоверчивый. Ну-ну, а что ты на это скажешь?
Она протянула руку в меховой перчатке. В ладони лежала горсть разных сладостей. В городе, где я когда-то жил, такие продавали на рынке или в киосках. Среди вкусных сокровищ я заметил любимую жвачку в яркой обертке Турбо. Турбо, ребята, это жвачка 90-х, которые мы с вами кушали в свое время, по крайней мере, дети моего поколения. И в этих замечательных жвачках были вкладыши, которые мы клеили, наклейки с разными машинками, мы их клеили везде на холодильнике, там на домашнюю мебель, за что систематически получали по мордасям от родителей. А вот эта замечательная конфетка называлась Ирис Кис-Кис. Называется Кис-Кис. Почему Кис-Кис? Потому что после того, как вы ее будете жевать долго и тщательно, особенно если вы засунете сразу 2 этих ириски, то вашим зубам придет полный Кис-Кис. И 100% вы пойдете после этой шляпы лечить зубы, потому что она выдирала не только ваши зубы, но и все ваши пломбы. Так что прекрасные конфеты, прекрасное детство. Здравствуйте. Знакомая надпись на фантике гласила «Турбо». Треугольная лисья морда ткнула носом в мою сторону. Угощайся! Кстати, по некоторым данным, именно люди, которые ремонтируют зубы, то есть стоматологи, придумали жевательные конфеты Ирис Кис-Кис для того, чтобы бомбить абсолютно все ваши пломбы. У меня их полные карманы. В смысле, турбо, конечно, возьму. Я принял угощение, почувствовав, как пахнет девочка. Шерстью, дымом фейерверков и петард. Цитрусами. Праздником, наконец. Я доверчивый. Я человек простой. Дали жвачку турбо, взял и положил в рот. Как говорится, все, что в руки не попадет, все в рот тяну. Пальцы покалывал, когда я осторожно распечатывал фантик. Ноздри уловили аромат персика и чего-то еще незнакомого, но приятного. Фруктовый кубик отправился в рот. Я задвигал челюстями, перемалывая резинку. На вкус обычная турецкая жвачка, разве что язык слегка онемел. Развернув вкладыши, я мамлел от счастья. На нем красовался Mercedes-Benz, редкий, оттого желанный экземпляр коллекции каждого мальчика моего прошлого двора. Сердце бухнуло о ребра, я с трудом оторвался от вкладыша, не веря в свою удачу. Это же... Это... Теперь понял, что... Это Аквамен! Только на твоем месте я бы туда в одиночку не ходила. Тебе вон от жвачки в забу дыханье сперла. А представляешь, что с тобой будет, если найдешь чемодан таких фантиков? Даже за 100 тысяч миллионов? Мать, ты прекрати уже мне лапшу на уши вешать. Голову напрочь снесет. И пиши пропало. Какие-то ролл-плей в лесу. Под ее смешок я осторожно спрятал вкладыш в портфель, словно посадил бабочку в банку. Здесь все не так, как должно быть в понедельник утром. О, сладость ачивку дали. Кто ж ты такая? Спрашивать было глупо, не ответит. Или соврет. Ужасно хотелось заглянуть под маску. Все больше казалось, что под ней прячется совсем не маленькая девочка. Может, Вова тоже нашел сугроб сладости и теперь кувыркается в нем? Слушай, вдруг он решил остаться в лесу? Тогда, наверное, ему очень холодно в одной варежке. Ветер подхватывал ее слова, как дым от костра, и уносил в темноту в дремучую чащобу. Деревья позади скрипели и скрежетали ветками костями. Или с ним что-то случилось в пути. Я сейчас милицию вызываю, серьезно говорю, прекрати. Что-то страшное.
Лес словно оживал от ее голоса, прислушивался, принюхивался, точно любопытные звери. Лиса отвечала таким же внимательным взглядом. Дикие звери? Это, по-твоему, страшно? Ну, не знаю. Как говорится, без трусов и в одной варежке. И варежка не на руке. Не знает. Уж не с двоечником ли я подружилась? Так, оценки не главное. Главное не то, какие оценки, а главное, что главное. Слово «двоечник» мне не понравилось, а вот подружились даже очень. Я хорошист. Бел да пушист. Ты серьезно со мной хочешь в рифмы поиграть? Ну давай. Пойдешь со мной, хорошист Антон? Найдем твоего Вову и сам его спросишь, что он нашел в этой пуще. Ведь пока мы вместе, никто тебя в лесу не тронет. Вот увидишь. Внутри что-то тревожно заворочилось. Лучше уходи, посоветовал шепоток. Я тебе не верю. Ты думаешь, я врунья? Да и пожалуйста, мне никогда никто не верит. Конченая, сними маску, пожалуйста. В голосе незнакомки чувствовалась обида. Пойди, пойми, наигранно или нет. Лиса отвернулась, будто я мигом перестал ее интересовать. Жвачка стала горчить. Вспомнилась папина любимая фраза: «Где твои манеры, сын?» А ведь лиса и вправду была ко мне добра. Не обижайся, пожалуйста. Лисы бывают и добрыми, ну, как в сказках. Мне бы только понять, что ты за лиса. Девочка мелодично хихикнула, прикрыв руками нос маски. Тогда пойдем со мной в лес, и ты все обо мне узнаешь. Но не сейчас, а когда рассветет. А то тебя, бедного, всего аж потряхивает. И это просто я замерз. Того и гляди, кондрашка хватит. Айда, провожу тебя до школы. Услышав это, собака согласно гавкнула и бросила возиться с варежкой. Я нагнулся, чтобы подобрать было чуть не сбежавшую от меня рукавицу. Ну, если тебе по пути... Мы двинулись навстречу школе и потерявшемуся рассвету. Тут и там в окнах домов загорались огни, словно их обитатели подавали нам неведомые сигналы. За шторами мелькали силуэты, и изредка лаяли дворовые псы. Из труб вился серый дымок, на кухнях бубнили телевизоры, звенела посуда. Мы смотрели, как неохотно просыпается поселок, а сами осторожно шагали по заснеженным колеям. Я шел по левой, она по правой, а собака плелась за нами следом. Я ждал, что лиса продолжит свои чудные разговоры, но она всю дорогу молчала, словно играла со мной в какую-то ведомую ей одну игру. Лишь изредка плутовка хихикала, когда собака нелепо чихала от падающего на усы снежинок. Я первым нарушил молчание. Так как тебя зовут? Сергей. А, ну конечно. Имена, имена, имена. Людям непременно надо вешать ярлыки на все подряд. Ну и как бы ты назвал такую лису, как я? Валера. Даже не знаю. Но я читал про лису по имени Алиса. А что? Я не против. Называй меня как хочешь в этот час, сказал Сергей Антону. Осуждаю. Пусть будет Алиса. И не поймешь, шутит она или серьезно. Я оглянулся, словно искал подсказки. У собаки, у темного неба, без проблеска зари. Мои немые вопросы оставались без ответа. Это что за глэк на входе?
Впереди уже вырисовывалась школа. Кирпичная коробка, застрявшая в нескончаемой ночи. Свет ее окон не сулил ничего хорошего. Деревья часовые охраняли пришкольный участок. Пехота! Эй, бедолага! Сюда иди! Крик, детский смех и чей-то свист разорвал тишину. Это гопники. Мы сходили сюда с мамой, как только приехали в поселок. И тогда школа казалась уютной, пустые коридоры, пахнущие полиролью, пушистый снег снаружи. Ой, бой! Эй! Сюда иди. Второй раз я пришел один за учебником и все пытался представить ровесников, скатывающихся по перилам, малышей, бегущих в библиотеку, и учителей, важно вышагивающих по коридору. Яха! Охей! От души! На пороге в нахлобученных на затылках шапках и спортивных штанах курили старшеклассники. Вот оно. Вот они, ребята. Их вид развеял мои представления о школьном уюте. Колючие глаза и желтые от никотина зубы, кривые усмешки — это все вгоняло в тоску, равную по мощи хмурому зимнему утру. Погрузившись в мысли, я совсем забыл про попутчицу. После уроков жду тебя на заднем дворе. О май! Пикап-мастер. Возле повешенного. Кого? Это что за школа? Понял. Возле кого? Всего хорошего! Она проигнорировала вопрос. Не опаздывай. Я поколебался. И хочется, и колется, говорит мама, когда я никак не мог решиться. Мысль о маме помогла ответить. Я после школы сразу домой. Вот так вот. Мужик. Эх, Антоша, Антоша, это я тебя так просто отпустила. Чего? Другие же незаметно подкрадутся со своими улыбочками и вцепятся. Клещами не оторвешь. I love little boys, make me feel so good. Осуждаю! Попомни мои слова. Че, реально лица, что ли? Не понял. Антоша, ты таблеточки пил, мой хороший? Лиса разинула пасть в широком зевке. Что еще за трюк такой? Антоха! Ёп. Кто-то из пробегавших вдалеке ребят выкрикнул мое имя. Я машинально обернулся на крик. «Слышь ты, пес!» Увесистый снежок пролетел в полуметре от моего плеча и задел собаку. Жалобно тявкнув, дворняжка припустила в сторону ручья. Только хвост мелькнул. Темнота пожрала ее. И лисичка пропала без следа, растворилась в морозном воздухе. А может, в тень мою спряталась. Я сглотнул. Жвачку. Вот же не повезло. Кто сглотнул, ребят, тоже плюсаните. Там в комментариях напишите. Глубоко вздохнув, я двинулся к школе. К запаху котлет в тесте, к льющемуся на снегу свету. Тук-тук-тук.
За дверями приглушенно звучали голоса, мигали лампы. Тьма ползла мимо окон, и казалось, что школа плывет в открытом космосе, как заблудившийся звездолет. Поднявшись на второй этаж, я заметил толпу у расписания. Ну что ж, дорогие мои зрители, именно в этот самый интересный момент мы с вами подошли к концу 3-й серии. Мы добрались до школы с приключениями, встретив лису или не лису. Узнаем в следующей серии. Всем, кому, ребят, поднял настроение, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добро пожаловать. Извините за пошлые шутки и кривое чтение. В общем-то, всем добра, удачи, встретимся в следующем ролике.